Всем привет, с вами канал Флешка Сафонова. Ну что ж, вот наш выезд в Холм-Жирки. Сделали мы огромную работу, поэтому хотим активности для этого видеоролика. Подпишитесь, оцените ролик и напишите свое мнение. А мы начинаем. Всем привет, день матча. Сейчас мы идем на сбор команды и уже выдвигаемся в Холм-Жирки. О! 3-3. Кто сказал мне Никитского возить? Это не здесь. Это история. О, здорово. Да. Да. Фото-видео съемка. Бля, сейчас порвет еще. Сейчас зум не взял. Что снимаешь? Да. Да. Там атак уже как раз прошел. У тебя там. Петька меня ждет. Петька, да, Петька там ждал. А ты был на его? Да. Стрелял в золото. Что второе место, наверное, третье? Еще и на нашу школу пиздец. Да это на эмоциях, по-моему, занимался. От 8-й школы. А 8-я школа ваш человек. YouTube не любит таких шуток. На, Кирина. Нет, они не Что? Если я его помну, ничего страшного. Да не, я думаю. Ну, это нормально, он же не прикрывал. Голову с пистолетом. Да, с ним. А вы это стрелял? Да куда ему, блядь, он дома сидел? Рассказывай, куда... Клайк, рассказывай, куда едем. Домой к тебе, на Бабахинское кладбище. Вы глянь, ты снижку сними. Этот парень у нас проиграл это, штрафные носки. Иди билет покупай. Кто хочет чайкую? Я прямо с тобой взял. Реально билет покупать? Да, иди покупай. Пойдем со мной. Ай-яй-яй, какой нахуй Думал таких. вратарь кидло ебаное. Шиба. Шиба. Диня. О, здорово. Давай, вдвоем. Мы на канале Флешка Сафонова. Сзади меня сидит прекрасная Наталья. Вчера отказался. Сними. Читай, нет. В автобусе. Кире, раньше надо было фоткать. А что? Давайте сейчас пройдемся. Слышишь? Что это поснимать делать? Знаешь, что можно? Кто хуже, приходите. Да, с Москвы приеду. На тебя смотреть, агенты. Сейчас здравствуйте. Да. Идите в зал, я их Давайте мы прикурим. Да, мы приехали. А вы куда? Ну, я еще и снимал, кстати. Да, отлично. Мама, да не уж. Передаем вам огромное...
Там у коловоротка вот как рот под... Фишка 1, фишка 2. Давайте на фигуру. Привет. А что надо? Кто чё? Ильдар. Арбузы. Зовут. Ну спрашивай, что там? Ну что, давай. Куда мы идем? Мы идем на футбольчик. Ну не меня, их тоже снимай. Да, все. Да, переключи. А ты в курсе, что нельзя есть такую пищу перед игрой? Ой, не бел. Кто это сказал? Ты мне подзабыл. Нельзя есть. Сними-ка его, сними-ка его. Последний прием пищи на 3,5 часа Да, до игры. скажи, давай мы с тобой юмор устроим. Мы вот ему сейчас по голове, да? Видите вот лыску, вот эту лыску? Это хороший чел. Он никого не бьет. Ушки большие. Видишь, носик какой. Нельзя носить. Иля? Ну, правильно. Мы идем в спортивный. Все нарушил. Дамы и господа, вам представляется комплекс оздоровительно-спортивный лидер. Пидор. У нас, посмотрим налево, замечательный вид. Здесь можно было снять. Представляете? Фотку на шоколаду. Подожди, сейчас сниму. С какой мы играем? Полный рост фоткой. Полный рост фоткой. Черный мы играем? Какие черные? Я в белых буду. Я в белых буду. Дару. Я думал, хозяин пришел. Илья, в каком мы играем? Черных одевать. Черный, давайте. Самое важное. Давайте также снимать это. Сафону и также снимать там трение делать. Не снимайте меня. Меня снимаешь? Тут играл сам Рональдинho. Ладно, сегодня в трусиках. Я играл там. А здесь что больше проходило? Ты не знал. Есть у кого черная? А, пошел назад, давай. Я в шоке. Не знаю. Я его не брал. Дай. Как ты это делаешь? Шаман! Не пугай! Сейчас она не вернется в спокойствие. А? Ну что ж, здравствуйте всем. Матч Хомжерки ФШК. Интереснейшая абсолютно встреча у нас. Две амбициознейшие команды. И что ж, давайте посмотрим здесь на первые моменты, как себя команды покажут в первые 10-минутку. Ну, а я расскажу, как меняемся мы. Точнее, команда ФШК. Меняемся у нас две пятерки. Меняемся мы каждые 10 минут. Вот так вот мы решили провести эту игру. Так, первый, да, это первый наш официальный матч в зале. Я здесь в борьбу вступаю. И момент здесь... Нет, не будет здесь моментов у Хомжерков. Здесь Артем Абрамов на меня хотел скатить, но не получилось. Так, и смотрите, перекрыли здесь все свободные зоны, но до меня мяч тут не доходит.
Вратарь забирает. Тут Даня Сиваков почти отобрал мяч. Он все-таки доходит до меня. Я прохожу здесь. Нет, не дает мне здесь пройти по этому флангу. И аут. Главное, конечно, в первые вот эти вот 10 минут это играет большую роль. Особенно в футзале. Здесь 1-0. И что ж, Денис Кучаев 1-0 открывает счет, как я и говорил ранее. Очень важный гол именно вот эти в первые 10 минут матча, чтобы уже понимать, как будут действовать команды дальше. Видимо, вот такое вот эффектное празднование. А пока нету моментов, никаких, неточная передача была. А пока нет довольно опасных моментов, давайте пойдем по составу. Вратарь у нас Илья Шаматрин. Центральные защитники Артем Абрамов и Дани Сиваков. И два нападающих, я, Богачев Кирилл, и Денис Кучаев. Так, и что? Аут здесь у команды ФШК. Я здесь получаю мяч, отдаю на Артема Абрамова, но теряю здесь мяч и в контакт. Здесь видим, что и девочка играет в противоположной команде. И вот так. Вот такой вот не очень, можно так сказать, приятный контакт был. Так, и смотрите, как расположились наши игроки в центральной зоне. Нет, здесь Илья Шаматрин забирает мяч, отправляет вперед. Здесь Денис Кучаев абсолютно один, я здесь стараюсь открыться. Так, и что он будет? Он будет пытаться накидывать на меня, но не получилось. Закрыл меня здесь игрок команды Хомжирки. И опять, то есть уже за несколько секунд уже Илья Шаматрин дважды вступает в игру. Так, Денис Кучаев на меня здесь мяч скатывает, я тут борюсь, все-таки отрабатываю этот мяч и наношу удары в вратарь. Нет, для вратаря это чересчур легкий удар. Так, ой, здесь смотрите, как элегантно Даня Сиваков перехватил этот мяч и наносит удар. Вратарь фиксирует. Очень довольно интересная игра, так для нас это первая официальная игра именно в футзале. И она именно в гостях довольно, конечно же, тяжело играть. Так, и здесь Артем Абрамов и Дани Сиваков, смотрите, полетели здесь в подкате. Так, и тут спор, смотрите, идет, чей все-таки мяч. И чей он будет? Он будет у команды Хомжирки. Так, и удар здесь наносят мимо. Ну, в принципе, ничего опасного этот удар себя не представлял. Да, не рикошета и не особо сильный удар. Так. Так, Дани Сиваков здесь пяткой на Кучаева скажет. И заброс. Так, не видим мы здесь из-за камеры, что произошло на другом участке поля. Так, ну, тут, смотрите, наверное, дальняя передача будет. И опять... И не проходит тут дальняя передача. Тут Дани Сиваков отвоевал этот мяч. И будет носить удары. Нет. И я здесь добиваю. И мяч проходит возле штанги. Не везет. Не везет. Хоть счеты в нашу пользу, но не везет. Так. Нет, углового здесь не будет. Идем, мы видим здесь в прессинг. Я здесь уже вступаю в единоборство. И мяч доходит до вратаря нашей команды. И тут... Дальняя передача была рукой от Шаматрина. Так, аут у команды Хомжирки. Интересная, очень интересная встреча, да, то есть я думаю, если вы смотрели те 20 минут, да, до этого матча, все-таки интересно, как мы добирались до матча, какие положительные эмоции, да и негативные были, это, в принципе, думаю, должен увидеть каждый. Так, и что здесь? Здесь я уже иду прессинговать защитников. И смотрите, вот срабатывает небольшие проблемы с точностью передач есть у защитников. Я здесь поднимаюсь. Так, Денис Кучаев все-таки что, наверное, под удар он будет подстраиваться или нет? Так, нет, из пустых, кажется, ворот выносил уже защитник Хомжирков. И здесь надо, главное, быстро ввести мяч в игру. Но не дают. Не дают быстро развести мяч. Все уже вернулись. И тут уже надо бежать обратно. Потому что, скорее всего, будет контратака. Нет. Так, Дани Сиваков здесь отбирает мяч. Вот на меня довольно тяжело играть... Как я и говорил уже, вот именно первая игра.
и не домашняя, ну это в принципе интерес есть, да, когда ты играешь в гостях. Так, здесь Артем Абрамов наносил дальний удар. Довольно плотно шел, но, к сожалению, не в створ. Так, аут. Аут сбрасывает Дани Сиваков. И здесь непонятно, он на кого, и на меня, и 1-0. Ой, какой 1-0? 2-0 уже. 2-0. Я здесь забиваю, видно, что вратарь немного потерял позицию, и в пустые ворота я уже нанес удар. Вот так вот складывается наша встреча. Хорошо мы начинаем. Думаю, сама игра во втором тайме будет еще интереснее. Ну а пока первый тайм. Так, сразу же здесь Денис Кучаев идет в прессинг. Я опять же остаюсь на правой бровке. Так. Аут у команды Хонgjin. Что же здесь у нас будет? Здесь непонятно. Здесь, по-моему, передача была. И здесь, не попадая, я видим рикошет. Не попадая здесь по воротам. Интересно все-таки. Вот первые минуты очень интересны по вообще эмоциям своим. Так, смотрите, как здесь интересно сработала атака Хомжирков. Хотели некрасиво сыграть в стеночку, но не получилось. И здесь Илья Шаматрин, смотрите, какой сейв делает, и все-таки добивание. Все-таки добивание. Вот как же не повезло нам сейчас. И можно поздравить с первым голом команду Хомжирки 2-1. А вот это уже интересно. Все-таки ближе ко второму тайму уже можно будет делать какие-то выводы. Так, и здесь комбинационные действия делают на своей половине поля игроки ФШК. Так, наш здесь мяч будет. Так, скатывает здесь Дани Сиваков по-моему, на Артема Абрамова. Так, и что? Чем закончится этот момент? Нет, смотрите, здесь Артем Абрамов хорошо сыграл. Здесь на Дениса Кучаева. И не видно момента, будет уносить удар. И угловой? Нет. Углового не будет. Так, смотрим. Здесь я получил мяч. И аут. По-моему, это аут Хомжирков. Да. Немножко здесь потерял я мяч. И вот видно, да, расстановку, что мы идем в прессинг. Я немножко остаюсь позади. Денис, опять же, идет страховать меня. Я здесь удар наношу. И вратарь забирает мяч. 2-1, 2-1. Очень интересная встреча. По своим эмоциям, то есть прошло, по-моему, минут 10 как раз с этого матча. Так, здесь Артем Абрамов, не получается передача и удар. Нет, здесь нет. Удар мимо. И меняются здесь. Вторая пятерка выходит. Выходит Никита Гусаров, Даня Шибасов, Влад Михайлов, Кирилл Глащенков и Никита Чуркин. Вот такая вот пятерка у нас выходит. И посмотрим, что они уже смогут сделать. Так, решают здесь, кто же у нас будет в данной пятерке, Ильдар или Никита. Но сходится во мнении, что все-таки Никита. Так, вратарь здесь вперед мяч отправляет. И интересная комбинация на фланге была. И здесь Даня Шибасов получает мяч. Хотел отправить вперед. Не получилось. Не получилась здесь эта передача. Кстати, футзал, возможно, да, в футзале не так много играет верхом. Но в этой игре по первым 10 минутам все-таки видно, что и одна, и вторая команда все-таки играет верхом. Так, и здесь вперед вратарь отправляет мяч. И будет ли удар? Нет. Здесь Даня Шибасов постраховал Глащенкова. Хорошо они здесь сыграли. И нет, углового не будет. Даня Шибасов. Будет ли он давать на Никиту? Нет, он тут на Влада Михайлова давал пасы и неточная передача от игрока Хомжирков. Так, видим здесь забегание Дани Шибасова. Она срабатывает, эта передача. И аут. Все ближе и ближе. Подбираемся к воротам.
Так, здесь Никитчукин получает мяч, будет ли он наносить удары, все-таки подстраиваться не дают ему. Довольно плотная игра на половине поля Хомжаков. Так, Влад Михайлов получает мяч, он, наверное, будет подстраиваться под удар. Все мы знаем, как он может ударить с издали. И... Так, нет, здесь вратарь забирает мяч. Так, и здесь Даня Шибасов. Хорошо он здесь сыграл в обороне. Вообще замечательно. Так, и аут. Да, аут будет наш. Так, Никита Чукин здесь на Влада Михайлова. Логично будет отдать на Никиту Гусарова, но нет. Он делает навес. И нету адресату этой передачи. Так, Кирилл Глащенков. Здесь небольшая перестрелка вратарей сейчас была. Так, Никита Гусаров. Так, на Никиту Чуркина. Логичная довольно передача. Так, и вот они, смотрите, какую комбинационные действия они тут сделали. Но нет, не дают им защитники Хомжаков нанести удары. Ой-ой-ой, опасно это было. Очень опасно. Немножечко не повезло здесь, как у Хомжаков. Видно, что подскользнулся он на паркете. А так было бы очень опасно. Так, Никитчукин получает мяч. И на скорости, смотрите, как он на скорости пробегает. И так, и передачу прерывает. Так, тут остается один Даня Шибасов. И нет, здесь не будет ничего. Так, Никита чуть не до Влада Михайлова, и он бьет и мимо, не попадает. Так, сейчас готовится, видим мы замену у команды Хомжаков. Сбрасывает здесь вратарь. Вратарь Хомжаков скидывает мяч рукой, довольно хорошо он это делает. И здесь Никита Гусаров перехватил. Так, Никитчуркин, не было здесь ли игры рукой? Нет, не было. И здесь удар. И Никита Чуркин забивает. Счет 3-1. Хорошо здесь он исполнил, да, этот момент. Все-таки не зря у нас Никита стал, как, ну, по мнению болельщиков, да, стал лучшим игроком Кубка ФШК. И видим, что это все-таки не зря. 3-1. Интересно, а вот это уже действительно интересно. Сможет ли наша вторая пятерка переплюнуть первую? Вроде бы банально звучит, да, но все же. Какая команда сегодня забьет больше? Так, здесь, смотрите, здесь тут Даня Шибасов чуть автоголом не отметился, но Кирилл Глащенков все сделал грамотно. Так, Никита Чукин хотел себе пробросить мяч вперед. Видимо, вот это вот тот, уже путаюсь в словах, тот самый игрок со взрывной скоростью, да, который может делать за счет своей скорости результат. Пустые ворота и гол. Гол. А вот и ответка. Вот и ответка. Счет 3-2. Недолго музыка играла. Вот и гол. 3-2. Снова отыгрываются хозяева. Так, Даня Шибасов здесь на Никиту Гусарова. Никита Чуркин, смотрите, головой тут сыграл. И удар. Здесь Даня Шибасов. А вот и ответ от команды ФШК. А вот и ответ со стороны нашей команды. Даня Шибасов забивает. Счет 4-2. А вот это уже показатель. Это да. Так. Разводят хозяева мяч. Но нет, Влад Михайлов здесь делал грамотно, но передачу точно отдать не сумел. Так, и выносить здесь, кажется, нужно. Так, не получается, здесь какой не очень приятный рикошет. И здесь смотрите, как Кирилл Глащенков сыграл. Буквально, смотрите, лицом он этот мяч вытащил. Нереальные эмоции. Как сейчас Кирилл Глащенков спас команду. Все-таки очень, смотрите, очень хорошо он сейчас сыграл. Так, и за счет короткого паса здесь хотят выйти игроки нашей команды. Ну, это, конечно, да.
Ну что ж, претендует ли этот сейф на номинацию месяца, да? Это, конечно, будет интересно. Конечно же, все зависит от активности людей, да, как люди поддержат такую идею, как номинации, там, определенной позиции. Ну, я думаю, для многих это будет даже интересно. Ну, а для кого-то это будет мотивацией делать результат в команде. Так, Никита Гусаров здесь идет отбирать мяч. Смотрите, ну то есть опять неточная передача, и Никита Чуркин здесь бьет выше. А вот это уже, да, вот это уже футбол. За это мы его и любим. Вот минус, да, вот нету вот подсветки. И здесь Никита пенальти? Нет, пенальти не будет. И минус, смотрите, нет подсветки, да, и довольно тяжело рассмотреть, где вообще играют хозяева, где играют гости. Вот в этом и минус. Так, Дани Шибасов, будет ли он наносить удар? Будет, и нет. Здесь вратарь фиксирует все надежно. Так, здесь на правом фланге завязывается игра. Но нет, Дани Шибасов уже, смотрите, сколько он отборов сделал за небольшое даже время. Смотрите, сколько он сделал отборов. Довольно хорошо он сейчас себя показывает. Так, здесь Никита Чуркин бьет с первого касания, не получается. Рядом со штангой мяч проходит. Так, как в стеночку здесь хорошо сыграли игроки Хомжихков. И будет ли удар? Нет. На дальнюю штангу здесь, скорее всего, хотел игрок хозяев отправить, но не получилось. Так, Даня Шибасов здесь с Михайловым хорошо сконтактировали. Так, здесь Никита Гусаров вперед, мяч на Чуркина отправляет. Чуркин ждет. И нет, не доходит здесь передача. А вот если бы дошла, было бы опасно. Так, и здесь не успел здесь зафиксировать мяч Глащенков. Но все мы помним его сейф. Можно сказать, простительно. Ой, здесь в пустые ворота буквально не попадает игрок хозяев. И Ильдар. Ильдар здесь выходит, Ильдар Загирбеков выходит здесь вместо Никиты Гусарова. Так, Никита Чуркин получает мяч. Куда он будет, в какое он направление будет давать мяч? Но нет, уже давно мяч отобрали. И удар, и гол! Гол. Вот, счет уже 4-3. Вот это да, вот это да. Вот так вот опять отыгрывается команда Хомжихков. Так, Никита Чуркин здесь демонстрирует свой дриблинг на левом фланге. И в никуда он отправляет мяч. Так, Влад Михайлов здесь, смотри, здесь. И опять, смотрите, Шибасов здесь опять подстраховал, не отдал мяч сопернику. И тут Никита Чуркин получает мяч, удар и гол. Вот, и опять забивает. Дубль от Никиты Чуркина. И, по-моему, результативное действие от Данилы Шибасова. Если я, конечно, не путаю. Так, тут уже опять первая пятерка выходит. Так, и вот счет 5-3. Интересно, смогут ли хозяева забить еще один гол? Так, на меня здесь Денис Кучаев хорошо мяч отправлял. И тут бью довольно, да, с острого угла. Довольно легкий тут был удар для вратаря. И что ж, будет ли здесь навес? Видим, сейчас отправляется в раздевалку наша вторая пятерка. Видно, что устали. Видно, что эмоционально подавлены. Так, здесь непонятная была то ли навес, то ли попытка перевесить вратаря в исполнении Дениса Кучаева. Так, здесь нет, здесь Илья Шаматрин надежно сыграл. Так, так, Дани Сиваков. Будет ли он подстраиваться под удар? Нет, здесь уже и
в подкат стелется, чтобы не дать пробить. Так, что здесь с Денисом Кучаевым? Не получил ли он какое-либо повреждение? Нет, на ногах стоит и уже получает мяч. Так, и нет, все-таки не дают плотно. Плотно играется на половине поля хозяев. Так, возвращается здесь вторая пятерка. Видно, смотрите, уставшие все красные. Вот и футбол. Вот что значит футбол. Так, не видим мы здесь из-за камеры, что произошло на нашем участке поля. Нет, здесь, смотрите, Артем Брамов не дает он пройти мячу дальше. Так, и нет, не доходит здесь мяч. Не смог обработать игрок хозяев мяч. Так, я здесь получаю мяч. Так, здесь не проходит передача до Дениса Кучаева, но дошла до Сивакова. Ой, смотрите, как здесь элегантно. Гроссмейстерски, какой сделал подкат Артем Брамов. И здесь тоже был фол со стороны Хомжаков. Но аккуратно все. Пожали руки и разошлись. Как и, в принципе, должно быть в футболе. Так, здесь немножечко до меня мяч не доходит. Вратарь здесь грамотно сыграл. И не видим здесь, что происходит вообще на той половине поля. Так, здесь в подкате Даня Сиваков стелился. Все-таки довольно интригующий матч. Интригующий, возможно ли отыграться за 13, получается, минут матча. За 13 минут отыграть 2 мяча и уйти в раздевалку с равным счетом. Ну, я думаю, в футзале за такое время можно и переломить полностью исход встречи. Так, небольшая сейчас здесь пауза возникает. Замена у хозяев. Даня Сиваков здесь на меня дает мяч. И аут. Так, продолжается игра. Здесь мне абсолютно не дают пробить. Но опять же, давайте все-таки, так сказать, вспомним то, что плотность, опять же, огромная плотность на половине поля хозяев. И тяжело довольно играть, очень тяжело принять мяч. То есть этот активный прессинг у команды Хомжаков работает. Так, и Денис Кучаев здесь бьет головой и мимо. Так, на правом фланге здесь получает игрок команды Хомжаки. И перехватываю здесь Даня Сиваков мяч. И у меня здесь не очень точная передача получается. Хотели мы здесь сделать все быстро и качественно, но не получилось. Так, здесь Даня Сиваков прерывает передачу. Который раз он уже прервал передачу. И здесь Кучаев не попадает. Вот эта игра, вот это эмоции, действительно. Так, здесь мяч отправляется на нашу половину поля. И опять же мы здесь не видим, что здесь происходит на другой половине. Так, Даня Сиваков здесь вперед мяч отправлял. Ну, в принципе, грамотно довольно было сыграно. Даня понимал, что мяч может угодить в соперника. И заработать аут в таком моменте было бы, конечно, ценно. Что он, в принципе, и сделал. Так, и гол. Гол здесь... нет угла. Почему-то показалось здесь, что все, мяч в воротах, но нет. И у Кучаева здесь не получилось забить. Довольно момент, который должен был реализовываться, но не получилось. Уже ничего не вернуть. Так. Илья Шаматрин здесь будет... На меня он здесь скатывает. Я тут с Артемом Браумом отыгрываюсь. И Артем принимает решение ударить. Так. Даня Сиваков здесь выбивает мяч головой. Немножко не разделили они мяч. Точнее, не поделили. Но получил здесь, да, видно, что был удар здесь по Артему. Надеемся, все будет хорошо. Так, получает здесь мяч игрок хозяев. И удар здесь Илья Шаматрин отбивает этот удар.
грамотно сегодня действуют вратари. Опять он отбивает мяч. Очень грамотно сейчас вратари действуют. Так, Влад Михайлов здесь зашел вместо Абрамова, да? Вместо Абрамова зашел Влад и бьет. Не получается. Так, и опять здесь только уже Кучаев бьет и гол. Гол. Счет 6-3. 6-3. Интересно. Интересно. Довольно теперь уже будет тяжело отыграться, потому что двойное преимущество. Но все бывает, все возможно. Пока записывал я, кто забил гол, а забил его Денис Кучаев. И уже, по-моему, он второй мяч в этой встрече забивает. Несколько опасных моментов было. Так, здесь защитник выносит мяч головой. И тут Влад Михайлов давал эту передачу и не дошел здесь до Дениса Кучаева. Все-таки получается очень играть именно низом. Так, а здесь Илья Шаматрин аккуратно по футзальному, так сказать, мяч ногой вынес. И так, и аут. Аут наш. Я здесь буду этот аут сбрасывать на Влада Михайлова. И так, здесь не доходит. И да, мяч наш. Наш мяч. И опять здесь наш мяч. Все ближе и ближе мы подходим к воротам. Денис Кучаев здесь. Нет, так, на меня. Я здесь на Даню Сивакова. Так, и не видно здесь, что происходит на той половине. И в этом, в принципе, проблема, да, что не можем мы увидеть то, что произошло на другой половине. Так, и здесь нарушение. Нарушение со стороны игроков Хомжирков. Так, и интересно, будет ли сейчас удар, или же будет попытается наша команда сыграть в комбинационный футбол. Это мы сейчас и узнаем. Так, на Влада Михайлова удар он наносит. Нет, защитник не дает мячу дойти до ворот. А удар-то был плотный. Все знают, как Влад может ударить по мячу. И давать это ему сделать просто не нужно. Так, опять здесь защитники. Так, нет, от ворот. Показалось, что мяч ушел от защитников хозяев, но нет. Так, здесь удар, здесь грамотно тут Илья Шаматрин, Дани Сиваков друг друга страховали и не дали здесь грамотно нанести удар. Так, Денис Кучаев с мячом. Так, нет, нет. Так, что получает здесь игрок команды Хомжирки мяч. Тем временем уже произошла замена пятерки. Так, Так, угловой. Угловой здесь у хозяев. Что-то здесь объясняет сейчас игрок нашей команды. Не видно кто. А, это я. Да, как если я не узнал. Я здесь объяснял тут Никиту Гусарову, как нужно грамотнее играть. Так, здесь не получается нам выйти из обороны. Сразу смотрим выраженная наша двойка нападения. Это Чуркин и Ильдар. Также на этой позиции выходит играть Никита Гусаров. И вот здесь момент был у команды хозяев. Здесь они могли сравнивать счет и легче было играть. Но здесь подвела, конечно, реализация. Даже не, больше, можно сказать, не реализация, а не повезло. И Шибасов опять же демонстрирует свои навыки защитника. Выносит он здесь мяч на угловой. Так, видно здесь эмоции уже и первой пятерки. Видно, что тяжело, очень тяжело играется. Так, еще один угловой.
Так, удар здесь один. Здесь Никитчук, смотрите, забирает мяч. И сможет он зацепиться? Нет. Не смог он здесь зацепиться. Так, и Артем. Артем здесь, смотрите, вышел. Играть вместо Михайлова. Так, Даня Шибасов выходит здесь. Ближе к центру поля. Не получается. Даня Шибасов здесь Никитой Чуркиным хотели они здесь отыграться, не получилось. Могли они здесь организовать довольно хорошую атаку. Ильдар отбирает мяч, отправляет на Никиту Чуркина. Удар мимо, не попадает здесь в створ Никита Чуркин. Хотя, кажется, пробей немножко посильнее, вратарю уже было очень тяжело. Так, здесь мяч доходит до вратаря хозяев. Выносит он мяч вперед. Так, Ильдар головой здесь хотел с Артемом Абрамовым сыграть. Так, нет. Не получается здесь у Глащенкова мяч скинуть на Чуркина. Здесь уже оказался защитник хозяев. Даня Шибасов, смотрите, как он вперед мяч запустил. Здесь до Ильдара совсем чуть-чуть мяч не дошел. Интересно, что они сейчас будут делать в этой атаке. Ильдар собирается ли он бить или пройдет вперед. Так, и угловой. Так, смотрим, здесь Никита Чуркин открывается вперед. Так, и Даня Шибасов. Удар Никита Чуркин наносит. Нет, здесь уже углового не будет. Так, вперед мяч здесь отправляет вратарь хозяев. И здесь Артем Абрамов грамотно сыграл, выбил мяч на аут. Без риска, без какого-либо риска. Удар мимо. Спокоен здесь был Глащенков. Так, Даня Шибасов здесь пытался пройти защитника. Не получилось. Так, и Никита Чуркин, видим, что пытается он вперед мяч. Да, и будет он вперед мяч отправлять. Так, Ильдар. Ильдар здесь обводит защитника. И Артем подбирает мяч. Так, нет. Не доходит здесь до Шибасова мяч. Хотя атака была очень перспективная. И смотрите, все-таки вырывают мяч пыром, видно, бьет. И мимо. Хотя довольно неожиданный был бы момент, если бы все-таки мяч летел в створ. Все-таки для вратаря-то довольно тяжелая задача бы была. Так, здесь Ильдар в прессинг, да, в такой минимальный прессинг он выходит. Вот он, проходил здесь герой обороны ФШК-2. Хотя, какого ФШК-2, да? Второй пятерки ФШК. Так, Ильдар, кстати, обводит, и чуть-чуть ему не хватило, чтобы выйти 1 на 1. Дебют, кстати. Кстати, дебют у Ильдара. Интересно, если он сегодня забьет. Так. Даня Шибасов. На Артема Абрамова. Видим мы эту связку Артема и Абрамова. Здесь Артем, мяч. Как здесь хорошо сыграли. Как Никита Чуркин пяткой отдавал. Замечательный момент был. Просто замечательный здесь. Так, здесь же в подкате бьет Абрамов. Нет, не хочет мяч идти в ворота. Ну, его совсем не хочет. Так. Выносит здесь Абрамов мяч. Но Никичуки не успевает. Не успевает он за этим мячом. И опять вперед, видимо, вот эти вот длинные, да, диагонали, что нет четко выраженной игры, да, то есть и короткие пасы, и длинные, все абсолютно. Видели мы сейчас статистику. Счет 6-3. Второй тайм. Так, здесь видим, пытаемся мы здесь на своей половине держать мяч. И здесь немножко, смотрите, какая путаница. Денис Кучаев здесь хотел красиво сделать, но видим, что Артем это совершенно не понял.
Я здесь получаю мяч. Здесь пытался пройти двух защитников, но не получилось. Так, я опять здесь иду в прессинг. Иду прессинговать защитников. Здесь Даня Сиваков мне на помощь пришел. И... Так, и мяч. Нет, мяч в руках у Шаматрина. Так, центр поля, я здесь получаю мяч. Нет здесь никого. Думал я, вот помню этот момент, да, так, немного из моментов, да. Помню, казалось мне, что вот Кучаев вот здесь он стоит, все, только осталось только пропустить мяч. Но нет. Стоял он на левой бровке. И видим, да, сейчас, что я играю ближе к правой бровке, Кучаев ближе к левой. Так, Даня Сиваков с мячом. Будет ли он отправлять мяч вперед или все-таки покатит мяч назад? Нет. Покатит он мяч назад. И Абрам здесь немножечко путается он в передаче. Так, я здесь пытаюсь грамотно, красиво разойтись. Смотрите, тут на меня тут уже 3 соперника идут на отбор мяча. И своей цели они достигают. Так, я здесь мяч получаю. Так, и... Нет, показалось здесь, что было нарушение правил, но нет. Игра продолжается. Я демонстрирую дриблинг свой. Нет, здесь все-таки в подкате у меня мяч убивают из-под ног. Так, Даня здесь нет, все-таки выгрызает тут он мяч, смотрите, вот прям так, прям выгрызает, да, вот прям ключевое это слово. Так. Так, аут. Артем Абрамов будет скатывать. Видим, назад опустился Кучаев. Так, Кучаев здесь, смотрите, идет он в обводку. В бутерброд его буквально зажали Кучая. И здесь Сиваков, Даня, мяч выносит в подкате. Смотрите, вот буквально 3 секунды, а моментов... И 2 момента. 3 секунды, 2 момента. Вот тебе и мини-футбол. Также много довольно сил он выгрызает, если правильно, да, выражаться. Прям очень большой сил затрагивает именно мини-футбол. Постоянно находишься с мячом. И даже, по-моему, в Голландии, да, практикуется формат тренировок, как если, как мы привыкли играть двусторонку, это там обусловленное 9 на 9, там 11 на 11 даже. То в Нидерландах, точнее в Голландии, если уже более официально говорить, Голландия, Англия, Испания, Германия, то есть почти все европейские страны при тренировках используют именно формат 3 на 3, 4 на 4, чтобы каждый игрок был с мячом. И здесь, смотрите, красивая стеночка, мы здесь с Кучаевым, как же это все-таки было красиво, а? Какой бы красивый гол, вот это было бы, я думаю, 100% красивая, вот просто номинация, комбинация года, ну вот честно. Очень красиво мы здесь разыграли, но реализация подвела. Так что, вот что я хотел здесь рассказать о форматах 3 на 3, 4 на 4. Постоянно, опять же, игровая практика у игрока, то есть когда он постоянно находится с мячом, то есть это огроменный плюс, и поэтому неудивительно, что такие игроки, как Фил Фоден, как Санчо, выходят в европейский футбол и делают там довольно много шума. Знаем, что Санчо сейчас перешел в Манчестер Юнайтед. Тут довольно такой тема уже отниклась, да, от флешка, уже какой-то европейский футбол, аналитика пошла. Но что я хотел этим сказать? Что, опять же, постоянная практика формата, вот именно таких маломальских форматов, дает огромную игровую практику, что человек постоянно находится с мячом, и это огромная польза для команды, да, что потом выходят и реально звезды. Пока я говорил, здесь Илья Шаматрин спас ворота, и смотрите, в подкатах уже стелятся, я здесь, нет, не дает мне здесь мяч вперед отправить. Так, я тут на Дениса Кучаева отдаю передачу. Интересно, кстати, формат, я уже, наверное, 50 раз говорил, что это для нас первая официальная игра именно в зале, то есть формат 5 на 5. Обычно, то есть играем, то есть 8 на 8, 11 на 11, 10 на 9, 9 на 9, то есть, ну, постоянно такие форматы вот были, и не практиковали мы именно мини-футбол. Единственное, это кубок ФШК, да, который все мы видели
ФШК-2 стал чемпионом этого кубка. В составе были у нас кто? Кто был, получается, я. Смотрите, как Артем Абрамов из пустых ворот, буквально пустые ворота вынес здесь, и опять удар. Вот это да. И здесь Илья Шаматрин грамотно сыграл, выносит Абрамов. Гениально, просто красивейшая игра. Здесь не дают закончить мне мысль, да. Ильдар, я, Богачев, Кирилл, кто у нас еще был в составе? Кирилл Глащенков, Владислав Парфененков. То есть вот таким составом мы выиграли Кубок ФШК. Так. И что у нас здесь? Здесь у нас будет аут. Так, Денис Кучаев. Такой микродриббл, он хочет все-таки пройти поближе к воротам и пробить. И бьет он. Нет, нет. Не летит мяч в ворота, не летит. Так, вперед, смотрите, как рукой отправляет. Так, и нарушение здесь. Нет, нет, не будет здесь нарушений. Но видим, здесь на паркете остался Артем Абрамов. Так, я здесь пытался обвести вратаря, не получилось. Так, Денис Кучаев бьет мимо. Так, на меня здесь я, то смотрите, какая переполох в штрафной. И могло оказаться опасной контратакой. Главное вовремя всем опуститься. Опуститься в оборону. Так, Денис Кучаев, здесь сколько рикошетов в его тело было. И здесь вот, смотрите, какой агрессивный, вот прям не то слово, агрессивный футбол здесь попался. Смотрите, здесь и подкаты, и рикошеты, здесь выброс мяча вообще, то есть, ну, мне кажется, все, что должно быть вот в российском футболе, да, вот прям вот все это должно быть. А пока тухленько, пока тухленько. Ну ладно, это все лирика. Так, здесь Артем Абрамов наносил удар. Вперед мяч отправляет вратарь Хозяев. Но нет, здесь Дани Сиваков не дал нашему вратарю Шаматрину забрать мяч. Предпочел самому сыграть. Так, я здесь получаю мяч, обвожу. И так, не получается здесь, не хотела здесь прострелить на Дениса Кучаева. Так, и не разобрались мы здесь. Не разобрались. Главное вовремя вернуться в оборону. То есть и пытаться строить уже дальнейшую контратаку. Довольно схожая у нас игра с Хомжирками. Видно, да, что голы почти, да, ключевое слово, аналогичны. Денис Кучаев скидывает аут. И вот здесь, кстати, видно, да, что мы поменялись здесь уже флангами. То есть, я думаю, внимательные люди заметили. Вот такие, ну, перестроения в любом случае, да, то есть должны быть там в матчах, особенно после второго тайма, точнее, после первого тайма. Во втором тайме должны быть какие-то перестроения в составе, но эти перестроения делать не обязательно, если бы было какое-то позволение в счете. А в 6-3, в принципе, да, двойное преимущество, но все же, то есть забить 3 гола можно и за минуту, то есть здесь это не идет большой роли. Так, здесь Денис Кучаев бьет, но попадает выше. Так, и остается сколько у нас здесь? 27, да, 27 минут у нас остается. Так, здесь тройка Кучаев, Абрамов, Сиваков. Я здесь забиваю гол и 7-3. 7-3. Немножечко здесь путаница такая произошла. Я немножечко не понял, зашел ли мяч в ворота или нет. Были у меня подозрения на то, что мяч просто пролетел мимо. А нет, это все же гол. Так, Артем Абрамов здесь перехватывает эту передачу. И опять он устремляется, да, в отбор.
Так, видим здесь все-таки нет. Два наших оборонительных игрока, это Сиваков и Абрам, сегодня работают отлично, так как и Данил Шибасов. Но, опять же, давайте говорить честно, работает вся команда, потому что... Так, и здесь, смотрите, это уже вторая двойка выходит. Так, Никита Чуркин здесь хотел на скорости пройти. Немножечко не получилось у него. Из-за защитника, который просто-напросто не... Так, удар здесь Никита Чуркин наносит все быстро, да, что, в принципе, должно быть в мини-футболе. Так, и... Нет, забирайте все-таки мяч Кирилл Глащенков. Так, и... Так, и... Нет, показалось, да, что будет он отправлять мяч вперед на Никиту Чуркина, но нет. Так, удар здесь был, и нет, все-таки Кирилл Глащенков грамотно здесь сыграл, отбил мяч ногой. Перестраиваются наши вратари, сейчас опять же это наблюдаем, перестраиваются они на мини-футбольный формат. Хорошо сегодня вратари и одной, и у второй команды действуют. Но все-таки немаловажным играет роль атаки. Так, Никита Чуркин. Будет он носить удар или будет подстраиваться? Нет. Не дают ему это сделать. Сейчас наблюдали, мы отправлял мяч Никита Чуркин вперед на Влада Михайлова, но не смог он здесь зацепиться за мяч, к сожалению. Так, Никита Густавов получает мяч. Так, вперед он здесь успеет ли Даня Шибасов? Успеет, но вот подвела здесь точность передачи, не смог здесь Влад Михайлов до этого мяча добраться. Так, и аут. Так, аут у хозяев. Интересно. Счет пока на нашей стороне. В принципе, можем уже сейчас спокойно играть. А вот хозяевам нужно что-то менять. Потому что проигрывать... то есть вообще уже такой счет, так как 6-3, 7-3 уже довольно тяжело отыграть. И здесь нужно что-то предпринимать абсолютно. Ну, опять же, если пройти сейчас по нашей схеме, да, ну, как, нельзя ли это назвать схемой, да, играем мы 2-2, то есть довольно стандартная абсолютно база-бас. Так, здесь Никита Чуркин наносит дальний удар и гол! Никита Гусаров забивает. Здесь Никита Гусаров, все-таки дебютант забивает. Не один у нас сегодня Ильдар дебютировал, но и Никита. Забыл я его упомянуть. Так, Никита Чуркин здесь вперед вырывается. Так, здесь немного яркости в камере переборчили. Видим мы такой световой эффект, если уже так можно говорить. Так, Никита Густавов носит удар, но приходится он вплоть в защитника. Вплотную здесь не дали пробить Никите. Так, Влад Михайлов устремляется и... Так,
Так, нет, здесь нарушения явно нет. Но будет ли угловой? Так, а углового не будет. И опять вперед отправляет мяч. Так, нет, здесь Глащенков. Глащенков сыграл надежно. Так, Влад Михайлов получает мяч. Все хочет он вперед по тому флангу, подстроиться под удар, но не дают ему это сделать. Сегодня фланги обеих команд работают очень и очень надежно. Так, и аут. Семь-три. 7-3 счет. Так, не дают здесь Владу Михайлову продемонстрировать дриблинг. Неточная передача, остается у команды ФШК мяч. Как сейчас здесь будут грамотно работать игроки. Так, видим, здесь сейчас спорит Никита Гусаров. Вышел вместо него Ильдар. Так, как красиво, смотрите, здесь Чуркин и Данил Шибасов здесь, как и на Кубке ФШК, они организовали неплохую довольно связку. И здесь гол. Гол здесь у команды Хомчарки. Так, и счет уже 7-4. 7-4. Если я, конечно, не ошибаюсь, да, но вообще счет 7-4. И это уже звоночек, что в принципе при неплотной обороне могут залететь еще и 3. Но опять же, это все предположение, да, но спрогнозировать, да, такой результат в принципе можно. Так, и здесь Влад Михайлов непонятно пытался либо ударить, либо на Ильдара дать мяч. Так, здесь вратарь хозяев выносит мяч вперед. Опять же, видим мы, как я и говорил еще до начала второго тайма, вообще, то есть, довольно нестабильно играет обе команды. В каком плане нестабильно? Нестабильно в плане игры, то есть нет четко выраженной игры, как играет команда. То есть и длинные передачи, как можно видеть, и короткие, то есть, и опять же с подключениями, то есть довольно это все скручено, и прям четко выраженной игры мы увидеть не можем. Ну, ждем, когда появится уже первая пятерка. Видно, что вторая у нас команда уже подустала. Уже тяжело, видно, что играть. Так, и Даня Шибасов здесь вообще грамотно все сделал. Грамотно оттолкнул, выбил. Вот тебе и хороший фланговый защитник. Так, Никита Чуркин здесь разбирается в один, и удар здесь нет. Нет, здесь вратарь хорошо сыграл. Хорошо работают вратари, очень хорошо. То есть видно, что имеется уровень у той и у другой команды. Демонстрируют они нам сегодня замечательные спасения, замечательные сейвы. Ильдар здесь получил мяч, но нет, выбили у него и прямо из-под ног мяч. Тогда не Шибасов здесь. Так, сейчас он подстроит мяч. Так, и Владимир, вот кажется, вот уже есть время пробить и будет... Так, нет, не будет все-таки бить. И здесь Никита Чуркин на правом фланге у нас сегодня играет. Так, демонстрирует дриблинг. И будет та самая последняя передача? Нет. Хочет Никита пройти ближе к воротам, чтобы гарантированно устроить гол. Здесь Влад Михайлов. Ну вот, свободная зона и удар. Мимо. Не везет сегодня Владу. Ой, как не везет. Были моменты, где вот, ну надо забивать. Ну, или хотя бы попасть в створ.
Так, здесь игрок Жирков здесь не успевает за мячом, ходит в аут. Так, и выходит у нас первая пятерка. Так, здесь Артем Абрамов на меня здесь мяч скатывал. Так, будет ли момент? Нет, ну здесь Илья Шаматрин надежно сыграл. Скидывает мяч вперед. Так, Денис Кучаев получает мяч. Здесь устремляется вперед. Так, чей мяч? Так, мяч остается у нас. Поправляет здесь юные спортсмены поправляют мяч. Так, и, к сожалению, атака не приводит абсолютно ни к чему. Так, видим, сейчас готовится к дальней передаче. Так, у меня не получается. Здесь довольно видно, что не среагировал я на эту передачу. Илья Шаматрин вперед мяч отправляет. Так, я здесь и удар. И я здесь все-таки забиваю. Все-таки реабилитировался я за тот момент. 8-4. 8-4. Устремляемся мы здесь с Денисом Кучаевым, устремляемся мы здесь в прессинг. Все-таки нужно домучить, да, уже так сказать, соперника. Так, Артем Абрамов здесь, смотрите как. Смотрите, во-первых, как оборона. Как распределяется оборона. Я здесь бью и уже забиваю свой третий мяч. Так, записал я время данного забитого гола. И тут я буквально за несколько секунд, то есть с разницей в 30 секунд я забиваю 2 гола. Ну, неплохо пойдет в личную статистику. Здесь счет уже 9-4. Тут уже все интересно складывается, потому что уже идет ну как сказать, концовка. Уже все-таки идет время к окончанию матча. Красиво сейчас удар продемонстрировал Денис Кучаев. И наносит он здесь удар. Смотрите как. Все-таки плотный удар. Полетел бы он в створ ворот. Я думаю, вратарю тяжело было справиться. Так, здесь Денис Кучаев перехватывает мяч. Со мной он здесь хотел отыграться. Но вратари, опять же, стоит похвалить вратарей. Вратари сегодня вообще очень хорошо, очень надежно играют. Так, Денис, будет ли он здесь бить? Так, на меня искать. Я пяткой, все-таки красиво. Счет позволяет, можно и красиво поиграть, да? Здесь хотели мы красиво разыграть. Реабилитироваться, да, за ту самую стенку, которая у нас не получилась, да, что Денис угодил выше ворот. Так. Илья Шаматрин будет здесь мяч сбрасывать. Так, и Даня Сиваков здесь в подкате играет. Хорошо у него получается данный элемент. Ну и почему бы его не использовать. Так, Артем Абрамов прочитал он здесь эту передачу, но немножечко не повезло. И опять мимо не попадает. То есть с реализацией сегодня не везет ни нашей, ни команде соперника. Совершенно на сегодня не получается. Так, Даня Сиваков здесь грамотно сыграл. Я здесь догнал мяч. И отправляю его вперед. Я как помню, по-моему, на Дениса Кучаева шла эта передача. И что он здесь будет делать? Так, смотрите, он здесь демонстрирует все-таки свой дриблинг. И нет, не позволяет ему здесь уже в пустые добить. Ну, интересно, согласитесь, да, хоть и счет явный перевес, да, в нашей команде, но обе команды демонстрируют яркий, даже можно сказать, уличный такой футбол, да, потому что все мы играли во дворах, все мы любили как можно больше находиться с мячом, все мы любили как
больше эффектнее забить этот гол. Ну, далекая классика, да, и здесь почему бы, если счет не писать, почему бы не позабавиться, да. Демонстрирует нам это и Денис Кучаев, который старается сделать все эффектно, красиво. Так, удар здесь какой был, здесь Илья Шаматрин. Буквально вообще такой, по такой значимости делает спасение, все-таки очень важное. Очень тяжело было дотянуться до этого мяча. Так, и скат он здесь на Дениса Кучаева, я здесь между ног мяч пропустил. Так, и... Нет, не смог здесь зацепиться за мяч Денис. Так, и Денис, смотрите, хотел он здесь спижонить, да, если можно выражаться таким термином, да. Хотел он пяткой отправить мяч в ворота, но, к сожалению, не получилось. Я здесь уже в центральную зону врываюсь, выношу мяч в аут. Так, в эти последние минуты все-таки стоит грамотно придержать мяч, стараться не пропустить. Но, в принципе, еще есть вторая пятерка. Невидимый сейчас момент. И здесь Денис. Сразу скажу, какой здесь был гол, потому что видим, что камера это не сняла. Элегантно, красиво здесь прошел и перекинул вратаря. К сожалению, видео не попал этот элемент. А мы отметим. Довольно все-таки красивый гол с перебросом вратаря. Это, конечно, огромных навыков, да, стоит, чтобы так это все элегантно сделать. Так я здесь получаю мяч, и нет, все-таки не дают мне здесь окончательно принять мяч и пробить. Так, Илья Шаматрин здесь выбивает мяч. Так, а тем временем счет уже 10-4. 10-4 здесь счет.
Ну что ж, первая пятерка покидает поле. Что ж, последняя пятиминутка остается, и смогут ли добить, можно так сказать, соперника. Вторая пятерка. Так, и здесь гол, но он не засчитан. Не засчитан данный гол. И здесь уже, в принципе, интересно. Концовка тайма, да, все-таки уже очевидно, да, что тяжело все-таки будет команде 6 мячей отыграть, но на мяч 2, я думаю, все-таки команде будет, смогут они это сделать. Итак, нет гола здесь, а хотя момент был очень и очень опасный. Так. Видим мы сейчас эмоции Никиты Гусарова, что эмоционально он понимает, что можно было скатить на него, и тут уже была очень опасная атака. Но здесь с ним не согласился Никичук. Итак, удар здесь, штанга и опять добивание. Здесь уже все-таки инициативу все-таки игроки хозяев все-таки подхватили. И удар здесь наносил игрок атакующего плана хозяев, но мяч угодил выше. Так, опасная атака. Чем она не закончится ничем. Так, и вперед, смотрите, дальним таким забросом отправляет мяч. И нет, не заходит мяч в угол. Не заходит. Не получается. Так, поднимает сейчас Дани Шибасов игрока Хомжирков. И что ж, 3 минуты. 3 минуты времени. Так, Никита Чуркин. Здесь Влад есть, но... Ой, не попадает. Как же обидно за Влада. Говорил я уже в начале второго тайма, что не получается у него сегодня забить долгожданный гол. Ну, не везет. Не везет. Пока я говорил про обидный промах Михайлова, здесь чуть ли и нам не забили. Так. Ой-ой-ой, и здесь все-таки гол. Все-таки есть гол. И счет 10-5. 10-5. Довольно видели мы, что не опустились игроки в оборонительную зону. И вот, как я говорил про оборону, здесь, смотрите, Влад Михайлов бьет, но вратарь здесь уже на месте. Тяжело с такой дистанции забить. Но я не говорю, что этого сделать невозможно. Так, и вынос здесь нет. Так, и что ж, минута. Минута остается времени. И здесь уже интересно. Так, Кирилл Влащенко какой сейв сделает сейчас. Видимо, и опять добивание. Нет, здесь, к сожалению... Так, и опять удар, смотрите, ну, да, есть. Немножко закрылись наши игроки.
Так, Никитчук выходит 1-1. Нет, не получается здесь. И контратака опасная. Удар и гол. 10-6. И все. Конец матча. Победа нашей команды. Спасибо, что досмотрели этот видеоролик. Оцените его. Всем спасибо и до скорой встречи.